Улыбчивого всем настроения, и я продолжаю зимнюю тему. Захотелось еще чего-то простенького, и я нашла вот такую игрушечку. 100% зимняя тема. Я подумала, что из нее получилась бы очень хорошая погремушечка. Много мелких деталей, которые будут удобны для захвата, и можно ее делать в разных цветах. Ссылочку на описание автора оставлю внизу под видео в описании. Здесь есть полностью описание процесса. Но здесь все вяжется сначала вместе, ну а дальше подвязывается уже основная деталька. Я сделала немножечко по-другому. Ссылочку на автора оставлю внизу обязательно. И я начала вязать. Оказалась игрушечка очень-очень маленькая, и мои контейнеры с шуршалкой вовнутрь не влезали. Я использую вот такие контейнеры, внутри крупный бисер, и это есть шуршалочка для погремушки. Тогда я связала серединку побольше, чтобы шуршалка хорошо стала и было еще место для наполнителя, чтобы на ощупь игрушка была мягкая, а не только прощупывался пластиковый контейнер. По моей задумке это серединка, и к этой серединке будут пришиваться уже веточки этой снежинки. И так как я изменила основу, то и веточки пришлось вязать уже самой под свой размер. Первую веточку, которую я связала, вот такую, она оказалась очень большой для моей серединки, и мне пришлось ее перевязать и сделать другую, вот такую. Эта веточка подошла очень хорошо. Я примеряла по размеру этих лучиков, все они должны очень хорошо стать к моей этой основе. Таких веточек нужно связать 6 штук. И пока я вязала, мне в голову пришла еще одна идейка погремушки, действительно очень и очень простенькой. Правда, не знаю, насколько она будет интересна деткам, но я все же попробую. Но сначала свяжу снежинку. Вы, наверное, догадались, что я уже хочу связать, но вы увидите чуть-чуть попозже. Все, наконец-то готово. Как же это все было утомительно, но я это сделала. Эти маленькие деталюшки ввязывать между собой, и их достаточно много. Вот такие лучики у моей снежинки. Здесь я уже стала примерять. Посмотрите, как это выглядит. Снежинка, скажу я вам, получается приличненькая такая по размерчику. Хотя, знаете, мои погремушки спящие зайчики тоже такие не маленькие, но одно время они пользовались очень большим спросом, поэтому не знаю, посмотрим. Сейчас я буду пришивать эти лучики. Здесь я оставила ниточки. Ну, еще одно усилие, и все будет готово. Покажу вам готовый результат.
Вот все и готово. Все лучики пришиты. Ну, получилось очень симпатично. Мне нравится. Игрушка простая, несложная, но трудоемкая, кропотливая. Нужно посидеть, нужно повязать маленькие детальки, потом это все соединить, потом это все сшить. Но это несложно, просто нужна усидчивость, терпение и аккуратность. Получилась зимняя погремушечка. Мне нравится. Я вот сказала, что это первая и последняя, вязать больше не буду. Но не знаю, сейчас я посмотрела, подумала, возможно, свяжу еще синюю снежинку. Но посмотрю. Итак, по размерчику 17 сантиметров. Снежинка не маленькая, но у нее много лучиков, как я говорила, и это очень удобно для захвата маленьких ручек. Поэтому я думаю, что как погремушка это замечательный и подарочек, и сувенирчик. Мне нравится. Несмотря на трудоемкость, игрушечка достаточно получилась хорошенькая. Ну, а теперь я хочу показать вам еще одну погремушечку, самую простую, какая только может быть. И я когда вязала снежинку, вот эта вот часть, серединка, мне очень напомнила пироженка макарун. И я решила, почему бы не попробовать. Тем более, такая схемка есть в интернете, она в свободном доступе. Ссылочку я тоже оставлю вам внизу под видео. И вот что у меня получилось. Внутри такая же шуршалка. Единственное, игрушечка маленькая, кругленькая. И как она будет для малыша именно в захвате, я не знаю. Но для разнообразия почему бы и нет. Можно попробовать. И она настолько простая, что я прям, знаете, увлеклась и взяла все свои любимые цвета и навязала вот столько долек этих макарунчиков, которые потом нужно просто между собой сшить по цвету, как захочется. Внутрь я ставлю такую же маленькую шуршалку. Она сюда прекрасно ложится, достаточно места для наполнителя, чтобы пироженка была мягкая. И для того, чтобы сделать для таких пироженок красивую фотографию, одно не смотрится, их нужно несколько разноцветных, чтобы это выглядело красиво. Поэтому пряжи занимает здесь немного, работы тоже здесь немного, поэтому я навязала здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5 штук, еще один 6, чтобы сделать комплекты по 3 макарунчика разного цвета. Сейчас я их буду сшивать, собирать и покажу вам уже готовый результат. Сейчас сюда еще довяжу один фиолетовый или голубой, потому что здесь розовый, персиковый. Не хватает еще какого-то цвета, как такого поярче. Итак, все готово. Но на 5 секунд давайте вернемся к снежинке. В прошлом видео опросе на вопрос, что это будет, по деталькам было очень сложно догадаться, что это будет снежинка. В основном я получала ответы птичка. Перечислены были все возможные птицы, олени, и еще было пару интересных вариантов. Но действительно угадать
что это будет, было очень трудно. Но одна девушка, ну, она очень хотела угадать и прислала мне больше всего вариантов, ну, чем меня очень повеселило. И она таки угадала, что это будет. И поэтому за волю к победе, за правильный ответ я хочу девушке под ником Светлана Пахомова сделать небольшой подарок от меня. Света, напишите мне в Инстаграм, в директ свой любимый цвет, и я вам сделаю вашего именного личного зайку и отправлю вам как подарок от меня. Ну, а теперь давайте перейдем к макарунчикам. Макарунчики получились очень миленькие и очень-очень простые. Мастер-класс и снежинки, и макарунчиков я сделаю и выставлю на своем втором канале, где только мастер-классы. Там у меня много мастер-классов для начинающих, так что если вы только учитесь вязать, переходите, смотрите и вяжите с удовольствием. Макарунчиков у меня 6 штук. Единственное, что мне было непривычно, это когда я набиваю игрушечку, я делаю это очень плотно. Здесь нужно было не переборщить с наполнителем, чтобы они были более плоские, а не кругленькие. А мне все казалось, что мало наполнителя, что нужно побольше, и поэтому у меня сами макарунчики получились не очень одинаковые именно по размерчику. Но я их буду комбинировать по величине для наборчиков. И осталось только сделать красивые фото. Как вам такой эксперимент? Пишите, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. И спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.